Не все, к сожалению, знают, как правильно ухаживать, хранить и даже эксплуатировать электросамокат, чтобы он служил владельцу долгие годы. Этот ролик будет полезен не только тем, кто уже является счастливым обладателем электротранспорта, но и поможет с выбором людям, которые задумываются над его покупкой, причем значительно сократив расходы на последующее обслуживание. Все рекомендации, показанные в видео, очень просты и применимы практически к любому транспортному средству на электротяге. От гироскутеров и моноколес до полноценных электромотоциклов. Но в качестве примера я буду использовать именно электросамокаты, так как данный товар на сегодняшний день пользуется самой большой популярностью. Если хотите узнать почему, у вас будет такая возможность в конце данного видео. Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. Это видеообзор лайфхаков, как продлить жизнь вашему электротранспорту. И сразу к делу. Первая причина быстрого выхода из строя электросамоката – это попадание внутрь воды и пыли. Большинство производителей на сегодняшний день заявляют о степени пыли влагозащиты на технику по стандарту IP54, то есть возможность попадания внутрь пыли и защита от брызг воды, летящих под любым углом. Сразу покажу, что такое брызги воды. Это не струя, не поток и, конечно же, не погружение в воду. Брызги – это единственное, от чего защищено большинство электросамокатов, которые вы можете купить в магазине. Исключение составляют модели с повышенной защитой. Одна из таких – электросамокат Ninebot Max с уровнем защиты основных узлов не ниже IPX7, где допустимо непродолжительное погружение в воду до 1 метра. Думаю, что с водой все понятно, но при чем здесь пыль? Дело в том, что пыль тоже очень вредна для электротранспорта. Встречались ли вы когда-нибудь с выходом из строя компьютеров? Владелец годами не залезает внутрь, а тем временем там собирается куча пыли, которая снижает производительность, приводит к быстрому нагреванию многих элементов и так далее. На компьютерном рынке даже существует услуга чистка ноутбуков и ПК. Так вот, электросамокат также напичкан электроникой, и здесь нужен особый подход, как перед началом эксплуатации, так и спустя определенное время. Подобное обслуживание с чисткой стоит проводить не реже 2 раз за сезон. Первый в середине сезона, второй при подготовке к зимнему хранению. Если катаетесь круглый год, то минимум 1 раз в 4 месяца, то есть 3 раза в год. А если не хотите залезать внутрь так часто, то при покупке нового электросамоката заказывайте полную гидроизоляцию транспортного средства. Лужи на дорогах и тротуарах в нашей стране явление достаточно распространенное и встречаются даже в ясную погоду. То трубу прорвет, то воду откачивает, то поливалка перед носом проедет. Обращайте внимание на конструктивные особенности электросамоката еще до покупки, на какие максимальные нагрузки он рассчитан. Нет смысла покупать электросамокат, который будет катать вас на пределе своих возможностей. Запас по нагрузке для долгой эксплуатации должен быть хотя бы 40-50 кг. То есть на 100 кг собственного веса подбирайте модель с грузоподъемностью до 150 кг. О данных цифрах говорит статистика обращений в сервисные центры, моя личная практика и логика здравомыслящего человека. Для тех, кто уже владеет электросамокатом с разницей между максимально допустимой нагрузкой и весом райдера менее 40 кг, совета всего 2.
Первый простой – продать электросамокат и купить другой, более подходящий, иначе просто замучитесь постоянным ремонтом. Второй вариант сложнее – усиление всей конструкции. От складных механизмов до узлов, подверженных прямым силовым нагрузкам, втулки, вилки, болты, амортизаторы и так далее. Замена деталей – задача не из легких, их придется еще поискать, я уже не говорю о финансовых вложениях. В идеале хорошо иметь доступ к станку и расходным материалам. Новый электросамокат из коробки требует обязательной протяжки всех болтов. Абсолютно неважно, купили вы его с доставкой на дом или уехали из магазина. Где-то данная услуга может быть платной и оказана на уровне предпродажной подготовки. Где-то ее могут делать в качестве бонуса, но для увеличения срока службы обычной протяжки порой недостаточно. Лайфхаки для покупателей и для тех, кто уже является владельцем электросамоката. Посадите все болты на фиксатор резьбы. Во время поездки транспорт испытывает колебания по всей конструкции, и болты от вибрации способны попросту раскрутиться. Используйте контргайки, где это возможно, или самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками. После первой поездки на электросамокате осмотрите его очень внимательно. Отмечайте все места скопления грязи. Там, где возможно возникновение ржавчины, есть смысл применить антикоррозийный спрей. Если на электросамокате установлены амортизаторы открытого типа, их лучше всего оборудовать пыльниками, чтобы уберечь от пагубных внешних воздействий. Вышедший из строя амортизатор может привести к преждевременной кончине подшипников, сайлент-блоков и, как бы странно ни звучало, к быстрому износу покрышек. Что касается втулок на маятниках, если их нет, то лучше установить, а еще лучше установить их через подшипник. Но в идеале приобретать электросамокат, где все это уже предусмотрено производителем. Отсутствие втулки приводит к банальному раздракониванию отверстий в короткие сроки, что является серьезным нарушением конструкции и представляет угрозу не только для райдера, но и для окружающих. Немаловажно уделить внимание и тормозной системе. В частности, распространен эффект сдвинутых колодок относительно рабочей поверхности тормозного диска. Неважно, в какую сторону сдвинуты колодки, если подобная вещь имеет место быть, их нужно выравнивать за подлицо внешнего края тормозного ротора. Таким образом, вы продлите срок службы всей тормозной системы. А сейчас я буду говорить о совсем банальных вещах. Банальными настолько, что данными правилами пренебрегают не только новички, но даже заядлые райдеры. Агрессивная манера езды. Ни один электросамокат ввиду конструктивной особенности не предназначен для прыжков с бордюров. Это касается не только малой или среднемощных моделей, но также электросамокатов для бездорожья. Маленькие амортизаторы легко пробиваются под собственным весом конструкции и нагруженной массой владельца. И не надо брызгать соплями в экран, я говорю о реальных фактах. Супермощные электросамокаты с усиленной амортизационной системой и покрышками на тракторном протекторе имеют высокую тяговую мощность. Мощность для возможности проехать там, где обычный самокат просто увязнет или не сможет забраться в горку. Подчеркиваю, проехать, а не перепрыгнуть. Так что если вы скачете по бордюрам, лестницам и проезжаете лежачие полицейские на высокой скорости, как на кроссовом мотоцикле, то не нужно потом рвать на себе волосы и кричать на каждом углу, что все электросамокаты плохие изначально. Перейдем к начинке. Как вы думаете, что происходит с электроникой при постоянных ударах и перегрузках? Даже если внутренние элементы имеют амортизационные проставки со всех сторон, сильная тряска будет негативно сказываться на контактах и местах припоя. Не нужно кидаться из крайности в крайность, мол, что ж теперь электросамокат на руках носить? Нет! Стандартной амортизации и проставок вполне хватает, чтобы проглотить колебания и вибрацию. Но сильные удары и перегрузки во время прыжков не сулят ничего хорошего. И если вы видите в очередном обзоре, как на электросамокате скачут как на кузнечике, подобное не нужно расценивать в качестве руководства к действию. Это стандартное испытание прочности, которое в течение одного агрессивного тест-драйва позволяет понять надежность транспортного средства в целом, как если бы оно проехало несколько сотен, а то и тысяч километров, но уже в режиме нормальной эксплуатации. Это делается для быстрого выявления возможных недостатков, начиная с люфтов и заканчивая полным выводом электросамоката из строя.
Перейдем к правильной эксплуатации аккумулятора. И давайте определимся сразу, в данном видео речь идет о нормальных электросамокатах, а не о заведомо бракованных или откровенных подделках. Как их отличить, можно узнать, посмотрев видеоролик «Как выбрать электросамокат», пройдя по ссылке в верхнем углу экрана. Первая ошибка – разрядить аккумулятор в ноль. Это сделать сложно, но все же возможно. На многих современных накопителях установлены контроллеры, не позволяющие полностью израсходовать энергию. Кто-то замечал, что даже полностью севший электросамокат позволяет включить световые приборы или подсветку. Это те самые остатки тока, которые остаются в батарее после его отключения. И если вы, высадив аккумулятор в ноль, бросаете электросамокат в таком состоянии на длительное время, то батарея не просто потеряет емкость, но и чтобы ее зарядить, возможно, потребуется техническая реанимация. Вторая ошибка – использование электросамоката в сильную жару или на морозе. Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды для нормальной работы находится в рамках от минус 10 до плюс 40 градусов. Больше или меньше будет зависеть от типа используемых элементов и их качества. Необходимо помнить, что оптимальная рабочая температура составляет порядка плюс 25 градусов. Если температура ниже, химические реакции внутри элементов становятся заторможенными, а разряд происходит заметно быстрее. Данное явление временное. Характеристики батареи приходят в норму после прогрева до комнатной температуры. Самое страшное – это использование или хранение электросамоката за гранью температур, рекомендованных производителем. В таких случаях происходит необратимая деградация накопителей, и по теме хранения еще поговорим отдельно. Третья ошибка – неправильная зарядка. Важно избегать разницы температуры во время подключения к розетке, то есть ставить на зарядку сразу после поездки в холоде или под палящим солнцем. Дождитесь, пока температура батареи приблизится к комнатной. В идеале заряжать аккумулятор нужно в сухом помещении при температуре от плюс 15 до плюс 40 градусов. А сейчас давайте разберемся, можно ли ставить электросамокат заряжаться на ночь. Этот вопрос делит людей на два лагеря: на тех, у кого есть электросамокат, и тех, у кого его нет. Последний, кстати, порой лишает себя удовольствия именно по этой причине. Более 90% владельцев электросамокатов заряжают девайс на колесах именно ночью. Во-первых, потому что днем они катаются, а заряжаются электросамокаты довольно долго. Во-вторых, потому что дешевле. В-третьих, потому что ночью скачки напряжения минимальны. Неужели электросамокатчики настолько безбашенные, что каждую ночь готовы засыпать рядом с бомбой замедленного действия? Нет, просто они более осведомлены о работе своего устройства, чем те люди, которые не разбираются в теме. Все современные накопители в электросамокатах собираются с использованием контроллера, который регулирует подачу тока при заряде и разряде аккумулятора. Каждый электросамокат укомплектован зарядным устройством, которое отключает подачу питания по завершении зарядки. Чтобы произошел перегрев, способный привести к возгоранию или к взрыву, необходимо перезарядить аккумулятор. Простыми словами, вкачать в него энергии больше, чем он способен принять. Произойти это может по двум причинам. Первая – с шансом 1 на миллион, если произошла какая-то суперхитрая поломка в мозгах контроллера. Чаще всего при выходе из строя контроллер просто теряет пропускную способность и самокат не заряжается. Но, как говорится, один раз в год и палка стреляет, но шанс реально 1 на миллион. Причина вторая и довольно распространенная, всегда происходит по вине владельца. Зарядка электросамоката на холоде или сразу после поездки в мороз, без естественного прогрева аккумулятора до комнатной температуры. Свойство литий-ионных накопителей таково, что на холоде химические процессы замедляются, и при постановке на зарядку контроллер учитывает то, что видит, а видит он слабое напряжение и начинает вкачивать в каждую банку по максимуму. В итоге, когда все элементы достигнут комнатной температуры и химические процессы восстановятся, может оказаться уже поздно. В лучшем случае батарея навсегда потеряет часть своей емкости, в худшем – перегрев и возгорание. То же самое, кстати, может произойти с телефоном и любым другим гаджетом. Так что если говорить об опасности ночной зарядки электросамоката, это то же самое, что говорить об опасности ночной зарядки планшета. Шансы возгорания абсолютно равны. Если есть желание и возможность менять аккумулятор раз в год, то все вышесказанное явно не для вас. Ну подумаешь, батарейка, ведь ее стоимость еле дотягивает до половины самоката.
Правильное хранение электросамоката, особенно в зимнее время года, также заслуживает отдельного внимания. Электросамокат нужно почистить и высушить. Оставшаяся грязь имеет свой процент влажности и может привести к появлению ржавчины в самых уязвимых местах – на подшипниках, складных механизмах, амортизаторах и так далее. Также разного рода нечистоты со временем имеют особенность прикипать к поверхностям. В первую очередь это касается пластика, которого на электросамокатах в избытке. Лайфхак, как сделать все быстро и четко, если электросамокат не имеет гидроизоляции и уже снят с гарантии. Зарядите электросамокат на 40-50%. Вскройте и вытащите аккумулятор. Протрите внутренние элементы, если в этом есть необходимость. Закройте электросамокат. Далее можно воспользоваться обычной автомобильной мойкой. Здесь его помоют и просушат не только под давлением, но и под вашим бдительным присмотром. Все это удовольствие, как правило, не превышает 300 рублей. Дайте самокату еще время на полную просушку в течение суток при комнатной температуре, после чего можно установить аккумулятор обратно. Лайфхак: если есть гидроизоляция, электросамокат еще на гарантии. Вскрывать ничего не нужно. Идем на мойку, проводим обряд очищения, сушим, заряжаем до 40-50% и храним до наступления следующего сезона. Температура и место хранения электросамоката, если батарея установлена внутри, должны соответствовать определенным стандартам. Это сухое помещение с температурой окружающей среды не ниже плюс 10 и не выше плюс 25 градусов. Самым оптимальным уровнем заряда литий-ионной батареи для хранения считается 40%, уже с учетом возможного саморазряда, который наблюдается у всех накопителей без исключения. Далее приведена таблица потери емкости во время хранения. Внимание, речь идет не о саморазряде аккумулятора, как если бы он просто сел, а именно, как в народе говорят, батарея стала плохо держать заряд. То есть теряется общий процент емкости всего аккумулятора. Что касается упаковки на время хранения, я бы рекомендовал обычную стрейч-пленку. Давайте подведем итоги, и для вашего удобства ловите свод необходимых рекомендаций в одной таблице. Электросамокат прослужит дольше, если сделать полную гидроизоляцию всей электроники от внешних световых приборов и переключателей до контроллера и батареи. Проверять и чистить внутренние элементы от грязи 3 раза в год. Максимально допустимая нагрузка электросамоката равно вес будущего владельца плюс 40-50 кг. После покупки обязательно протянуть все узлы, использовать фиксатор резьбы и антикоррозийное покрытие, установить пыльники и проверить тормозную систему. Во время езды исключайте прыжки и удары. Аккумулятор нельзя допускать глубокого разряда. Заряжайте только при положительных температурах. Исключите зарядку холодных или нагретых накопителей, они должны быть комнатной температуры. Используйте только оригинальные или рекомендованные производителем зарядные устройства. Не храните при температурах ниже 0 или выше 30 градусов. Для длительного хранения заряд должен быть от 40 до 50%. Как и обещал в начале, теперь вы можете узнать, почему электросамокаты пользуются такой огромной популярностью. Просто нажмите на ссылку в верхнем углу экрана или дождитесь окончания ролика. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. Если вы знаете, как еще можно продлить жизнь транспортным средствам на электротяге, прошу вас, напишите об этом в комментариях. Уверен, данная информация будет очень полезна для большинства зрителей. Отдельно хочу поблагодарить ребят из магазина Геросмарт. Они разрешают снимать мне в их магазине и говорить о том, что для вас действительно важно. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди, как всегда, очень много интересного. We'll be right back.